5 апреля Стрибог Вешний – один из 4 праздников Стрибога, бога ветра. Начинают дуть теплые, почти летние ветра. Пришел Федул, теплый ветер подул, окна отворил, избу без дров натопил. Готовимся к встрече весенних ветров заранее, чтобы поймать их в свои сети и успеть воспользоваться силой и могуществом Стрибога Вешнего. Стрибог – славянский бог ветров. Его почитали не менее других богов. Говорили, что если ветер будет против, то не поможет и Хорс, бог солнца, весной согреть землю. Сыновья и внуки Стрибога нагонят облака, и скроется солнце. Без ветра невозможен дождь, после которого земля дает богатый урожай. Если ветер гневается, вовсе не видать плодородной земли, всю ее занесет песком. Не просто описать характер Стрибога, бога ветра у восточных славян. Ласковый и бушующий, едва уловимый и могучий – это все он. Даже день Стрибога встречают несколько раз. В каждый сезон года приходят подвластные ему ветра со своим характером. Славянский бог ветра известен переменчивым нравом и любовью к новостям. Всюду он старается быть первым. Поэтому и об изменении погоды первыми славянам сообщали ветра. 4 праздника Стрибога – дни, когда приходят новые ветра и близится смена времени года. День Стрибога Вешнего – 5 апреля. Во время двоеверия этот вешний день Стрибога называли Федул Ветреный. В этот день начинают дуть теплые весенние ветра, земля подсыхает и согревается лучами весеннего солнца. В начале апреля, когда уже встретили весну красну, ярило солнышко, приходят другие ветра, теплые, ласковые. Благодарят из-за них Стрибога. Как придет Стрибог Вешний, хочется снимать теплые одежки, выскакивать на улицу без шапок и шарфов. Как прекрасен свежий воздух нынче. Чувствуется в нем весна, обновление и пробуждение природы. То бог ветра у славян восточных принес запахи первой травы, которая еще не успела пробиться сквозь землю, нагретой солнцем земли, талой воды. Сохранились такие народные поговорки об этом празднике. Пришел Федул, теплом подул. До Федула дует северяк, а с Федула теплынью тянет. Федул тепляком подул. От ветра нигде не укрыться. Даже жилье стоит отворить двери до окна, сыновья Стрибога уж тут как тут. Потому бог ветра у восточных славян ведает все, что в мире яви происходит. Там, куда другим богам не пробраться, легкий ветерок найдет дорогу, отыщет щелочку, брешь в стене. К Стрибогу и его сыновьям обращаются боги, когда нужно им узнать, что происходит в мире. С помощью легкокрылых ветров передают и новости друг другу. Приметили то и люди, стали звать ветер к себе в помощь. Коли худо какое случалось, шептали на ветер, сказывали: с ветра пришло, на ветер пойди. А коли родной человек в дом давно не возвращается, наоборот, просили ветер передать ему весточку, внезапно окутать теплым воздухом, будто гладит родная рука, напомните себе. Жаль, не всегда ветра теплы да ласковы, как в день Стрибога Вешнего. Таков уж он, бог ветра у восточных славян. Напоминает нам, что жизнь мимолетна, состоит из мгновений, наполненных особым характером, особым чувством. Нельзя их исправить, зато можно насладиться ими. Вспомните сегодня бога ветра у восточных славян. Можно зажечь в доме ароматную живицу с травами, пусть уносится их дымок легкими ветрами. Или завязать на улице красивую яркую ленту, которая будет словно плыть по ветру, играть с ним. Может быть, даже запустить воздушного змея,
Только самим надобно притом твердо стоять на ногах, не улетать вслед за порывистыми сынами Стребога. Повесить у входа в дом колокольчики, музыку ветра, чтобы вешний Стребог оповестил о своем присутствии и готовности помочь войти в вашу жизнь переменам. Можно еще завязать волшебный узел, наус Стребога, попутный ветер, чтобы помочь человеку поймать удачу, изменить жизнь в желанном направлении. Хотите тоже заполучить благословение попутного ветра? Не пропустите! Завяжем наус Стребога попутный ветер с заговором на завязывание и на развязывание. Научимся вовремя и правильно его применять во благо в клубе креативного рукоделия. Подробнее о клубе можно прочитать по ссылке в описании к данному видео и присоединиться к нам, ведающим о славянских наузах, и научиться правильно их использовать. Не упустите этот шанс. Переходите по ссылке и забирайте 3 науза в подарок с заговорами. Наузы самые необходимые на все случаи жизни. Используйте славянскую узелковую магию с добрыми намерениями и во благо. А я на этом с вами прощаюсь. Всем добра и крепких наузов.